Доброе утро, Стоп Гейм! В эфире Инфакт. Экшн-хоррор на сталкерскую тематику «Чернобулит» получит сиквел. Двойка выйдет с подзаголовком Exclusion Zone, и в ней мы будем исследовать открытый мир зоны отчуждения со всеми ее монстрами и такими же, как ты, Homo sapiens. Подробностей о сюжете пока нет, а вот зато про геймплей разрабы чуть-чуть рассказали. Во второй «Чернобулит» будет редактор персонажа и система прокачки. Помимо ближнего боя и перестрелок, введут стелс. Также можно будет набирать соратников, переключать билды героя, внутриигровые фракции будут воевать между собой, а кроме того завезут кооперативные миссии, встроенные в одиночную кампанию. Чернобулит 2 Exclusion Zone планируют выпустить в следующем году в Steam. На консолях тоже будет, но пока неизвестно каких конкретно. Творцы Evil Dead The Game официально анонсировали две новые игры по мотивам культовых хорроров Хэллоуин и Зловещие мертвецы. Обе получат общее заглавие Retro Realms. То будут олдскульные 16-битные платформеры. Вообще, эта так называемая Retro Realms должна стать виртуальной игровой комнатой, откуда будут запускаться все грядущие проекты, помимо Хэллоуин и Ash vs Evil Dead. В этой же штуке можно будет следить за таблицей лидеров, зарабатывать билетики и находить всевозможный эксклюзивный контент. Означенные игры стартуют 18 октября в Steam, на PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. За предзаказ обещают выдать дополнительных персонажей с уникальным оружием, сюжетом и стилем игры. Студия Boss Team Games настаивает, что купить надо обе игры, дескать, это откроет доступ к дополнительным геймплейным особенностям, вроде перемещения персонажа из одной игры в другую. Вы не задумывались, почему в сюжетной кампании Warhammer 40 000 Space Marine 2 кооператив рассчитан только на троих? Почему не на четверых? Ну, независимо от того, задавались вы этим вопросом или нет, Saber Interactive ответила. И ответ оказался прост. Челябинские космодесантники настолько суровы, что вчетвером играть было бы слишком легко. Эти закованные в силовые доспехи мужики под 3 метра ростом практически непобедимы. И если с 3 ультрамаринами еще можно было грамотно забалансить игру, то вот большее их количество этот баланс уже напрочь ломает. И ведь разработчики пробовали. Вариант увеличить количество противников не сработал бы. В игре и так их неисчислимые орды. Ну, теперь вы знаете, почему нельзя будет взять с собой того самого четвертого другана, крошить тиранидов 9 сентября. Сделать это можно будет, кстати говоря, при наличии ПК, PlayStation 5, либо же Xbox Series. Создатели The Binding of Isaac и The End is Nigh в данный момент трудятся над генеалогическим RPG-рогаликом про боевых котиков Mewgenics. В игре нужно разводить усатых и тренировать их, чтобы те могли одолеть боссов, а затем возвращаться назад и делать все, чтобы продолжить свой род. Потомки наследуют особые умения, они же расстройства, влекущие за собой бафы и дебафы. Так вот, одной из таких особенностей стал аутизм. И едва об этом стало известно, Mewgenics моментально взлетел по показателю добавления игры в список желаемого. Mewgenics ждем до конца 2024 в Steam. All Cat Games, известная по дилогии Pathfinder и недавний Warhammer 40 000 Rogue Trader, отныне будет не только студией-разработчиком, но и компанией-издателем. Она станет помогать независимым командам по всему миру выпускать ролевые и сюжетные игры. All Cat предоставит своим партнерам все сервисы финансирования и советы от экспертов, которые могут понадобиться при создании свежих ролевок и игр с акцентом на повествование, персонажей и выстраивание мира. С двумя студиями контракт уже подписан. Это сербская Emotion Spark Studio, которая работает над изометрической RPG Rue Valley, и Another Angle Games с ролевым приключением Shadow of the Road. Новые проекты от издательства представят на Gamescom 2024. Мероприятие же, в свою очередь, стартует 21 августа.
Ритм-шутер Metal Hellsinger вот-вот ворвется в VR. Порт сохранит все ключевые особенности оригинала, включая все то, что появилось в проекте вместе с патчами. Одновременно с релизом версии для устройств виртуальной реальности выйдет и дополнение Dream of the Beast, включающее 2 новые песни, оружие и 3 облика с различными пассивками. Доп бесплатно вручат всем, кто оформит предзаказ VR-версии для шлемов Quest или PSVR 2. А вот Steam VR в сделку не входит. Metal Hellsinger VR станет доступна 26 сентября на Quest 2, Quest 3 и Quest Pro. Для PSVR 2 и Steam VR старт назначен на 3 октября. На странице первой Red Dead Redemption в PlayStation Store внезапно обнаружили следующую информацию. Red Dead Redemption содержит все обновления из консольной версии 2023 года, а также особые улучшения для ПК, такие как поддержка более высоких разрешения и кадровой частоты, объемного звука, нескольких экранов и других аксессуаров. Иными словами, перед нами очередной намек на выпуск ПК-версии. Ждем официальных заявлений. Платформер Replaced от Setcat Studios перенесли на 2025 год. Разработчики по традиции извинились, сказали, что нужно довести проект до высоких стандартов и все в таком духе. Но зато пообещали показать игру на той же Gamescom. А еще что-то авторы собираются предъявить уже на этой неделе. Replaced планируют выкатить на ПК и Xbox. Симулятор культа адской овечки Cult of the Lamb получил обещанную обнову Unholy Alliance. Она вводит в игру локальный кооператив на 2 персоны, последнюю квестовую линейку епископа, 2 десятка новых черт для последователей, заведение для игры в кости, а также новые руны, реликвии и карты Таро. Помимо этого вышло DLC Pilgrim Pack, которое включает комикс «Паломница», эксклюзивное задание, свежие облики и костюмы для последователей и украшения для поселения. Cult of the Lamb доступна на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. И на этом у меня все. Заходите на сайт stopgame.ru и читайте свежую редакционную статью, в которой мы рассказали о своих любимых отечественных играх. Ностальгия. Приятного аппетита и хорошего вам дня!